На пороге еще одной войны. Пакистан нанес авиаудары по Афганистану. Решение об атаке на Иран принято. Трампу осталось назначить день – в понедельник или во вторник. Борис Джонсон опять дает советы об Украине. На этот раз ввести войска, не дожидаясь окончания войны. Стив Уитков о переговорах с Ираном и встречах с Путиным. Кому из них он верит больше? Скандальный ужин Трампа с губернаторами. Половину не пригласили, потому что демократы. Закрытие Олимпийских игр пройдет на древнеримской арене в Вероне. Стадиону 2000 лет. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. На востоке Афганистана окажется начало новой войны. В провинции Нангархар жители разбирают завалы после пакистанских авиаударов. Правящая в Афганистане террористическая группировка «Талибан» заявляет о десятках жертв. В Исламабаде утверждают, целью были лагеря боевиков, а удары стали ответом на недавние теракты, включая атаки в период Рамадана. По версии пакистанских властей, исполнители действовали с афганской территории. Несмотря на неоднократные попытки Пакистана призвать афганский режим талибов принять поддающиеся проверке меры по предотвращению использования афганской территории террористическими группами и иностранными марионетками для осуществления террористической деятельности в Пакистане, афганский режим талибов не предпринял никаких существенных действий против них. На основе разведывательных данных были проведены целенаправленные операции по 7 лагерям и убежищам террористов, принадлежащих пакистанским талибам Исфак и их филиалам, а также ИГИЛ-Харасан в приграничном районе между Пакистаном и Афганистаном. Кабул эти обвинения отвергает. Министерство обороны Афганистана назвало действия Пакистана нарушением суверенитета и международного права и предупредило о соразмерном и продуманном ответе в подходящее время. Министерство национальной обороны рассматривает защиту территории страны и безопасность ее граждан как законную и национальную обязанность и предупреждает, что надлежащий и выверенный ответ будет дан в подходящее время. Если будет на то воля Аллаха, атаки на гражданские объекты и религиозные центры являются явным свидетельством провалов пакистанских военных в сфере разведки и безопасности, и подобные повторяющиеся агрессии никогда не смогут скрыть их внутренние неудачи. Обострение происходит на фоне и без того хрупких отношений. Всего несколько дней назад при посредничестве Саудовской Аравии талибы освободили 3 пакистанских военнослужащих. Этот шаг рассматривался как попытка снизить напряженность после месяцев приграничных столкновений. Граница между странами протяженностью 2500 километров регулярно становится зоной кризиса. Ранее из-за боев уже закрывались ключевые переходы, что нарушало торговлю и передвижение. В октябре в столкновениях погибли десятки человек, после чего стороны договорились о перемирии. Но оно остается крайне нестабильным. Сейчас ситуация снова развивается по военному сценарию. В Белом доме обсуждают возможный удар США по Ирану уже в понедельник или вторник, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источник, близкий к администрации Трампа. Крупнейшая американская военная группировка со времен войны в Ираке сосредоточена вокруг Ирана. В Средиземном море уже находится атомный авианосец USS Gerald R. Ford. Президент Дональд Трамп одновременно ведет переговоры с Тегераном по ядерной программе и угрожает: без соглашения мулам будет плохо. Бывший офицер военной разведки США Майкл Прегент в интервью Bild отмечает, что Трамп оказался в непростой ситуации. После публичных угроз и мобилизации сил отступления выглядело бы признаком слабости. По словам Прегента, американские войска готовы к удару уже сейчас, без ожидания поддержки от авианосца Геральд Форд, который может участвовать лишь в последующих волнах атак. Решение о ударе, по словам бывшего агента ЦРУ Джона Кириаку, уже принято. Остается лишь вопрос, когда именно. В правительстве США существуют 2 фракции. Вице-президент Джей Ди Венс и глава надзора за разведслужбами Талси Габбард выступают против, тогда как госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хексет и Объединенный комитет начальников штабов поддерживают удар. Эксперты считают, что Трамп может дождаться обострения ситуации, например, новых обвинений со стороны МАГАТЭ или провала переговоров, чтобы оправдать атаку, либо нанести точные удары по позициям боевиков Исламского государства и хуситов, сохранив лицо даже при ограниченной операции. А вот как ситуацию с переговорами между США и Ираном комментирует специальный посланник президента Стив Уитков. Он дал большое интервью невестке Дональда Трампа, ведущей Fox News Лары Трамп. Итак, будущее Ближнего Востока во многом зависит также от того, что происходит в Иране.
И я знаю, что вы очень глубоко вовлечены в переговоры с Ираном. Мы только что видели на этой неделе в Женеве, что велись переговоры, но были проведены очень жесткие красные линии. США, конечно, хотят демонтировать ядерный арсенал Ирана. Иран говорит, что это неприемлемо с самого начала. Исходя из того, что вы видели в переговорах, в которых участвовали, как на самом деле может выглядеть соглашение с этим режимом? Ну, я думаю, президент, он дал указания Джареду и мне до того, как мы туда поехали. Были красные линии. Нулевое обогащение. Материал должен быть возвращен. Вы знаете, они говорят, что все это связано с их гражданской программой, и при этом они обогащали уран гораздо выше уровня, необходимого для гражданской ядерной программы. До 60%. Они, вероятно, всего в неделе от того, чтобы иметь материал промышленного уровня для изготовления бомбы. И это действительно опасно. Такого быть не может. Это то, чего они должны придерживаться, пока не докажут нам, что, знаете, они могут вести себя должным образом. Я понимаю, что у нас есть красные линии со стороны США. А как обстоят дела с Ираном? Президент спросил меня об этом сегодня утром. И я не хочу использовать слово «фрустрирован», почти потому, что он понимает, что у него есть множество альтернатив. Но это любопытно. Ему интересно, почему я не хочу использовать слово «капитулировали», но почему они не капитулировали? Почему под таким давлением, с тем количеством морской силы, военно-морской мощи, которую мы имеем там, они не подошли к нам и не сказали: «Мы заявляем, что не хотим. Мы не хотим оружия. Вот что мы готовы сделать». И все же трудно как-то довести их до такого состояния. Ну, есть это давление. Есть также давление изнутри Ирана, со стороны его собственного народа. Очевидно, мы видели эти крупные протесты внутри страны. Изгнанный кронпринц Реза Пехлеви также изложил довольно ясные шаги того, как, по его мнению, может произойти переход власти там. Он принимал участие в этом? Вы с ним общались? Ну, я встречался с ним по указанию президента. На самом деле, знаете, это публичная информация. Я думаю, что он силен для своей страны, заботится о своей стране. Но речь идет о президенте, о политиках президента Трампа, а не о политиках господина Пехлеви. Я думаю, что президент заинтересован в том, чтобы выслушать мнение всех. У него нет чувства авторства. Наверное, так лучше всего сказать, что я очень уважаю, потому что он открыт для новых идей и новых способов мышления. Россия нанесла один из самых массированных ударов за последнее время. По данным воздушных сил Украины, за ночь выпущено 50 ракет и 297 дронов. Силы ПВО сбили или подавили 33 ракеты и 274 беспилотника. Под ударом оказались Киев и область, Одесса и ряд центральных регионов страны. Сообщается о новых попаданиях по объектам энергетической инфраструктуры. В Киевской области, по данным местных властей, погиб как минимум 1 человек. 5 ранены. Повреждены более десятка частных домов в нескольких районах. На фоне воздушной тревоги жители Киева укрывались в метро. Люди с детьми и домашними животными пережидали ночь на станциях. Отдельное внимание к ситуации во Львове. В центре города прогремели 2 взрыва после прибытия на место патрульных. Мэр Андрей Садовой назвал произошедшее террористическим актом. Это, безусловно, террористический акт. Сейчас 15 человек получают медицинскую помощь. Некоторые из них находятся в критическом состоянии. Одна женщина-полицейский погибла, выражаю соболезнования ее семье. Полиция работает на месте происшествия. Что касается ущерба, то выбито много окон. Ведется расследование. После его завершения мы все уладим. Мы окажем помощь пострадавшим. Это была очень тяжелая ночь. Тем временем в Вашингтоне у мемориала Линкольна прошла акция в поддержку Украины накануне 4-й годовщины полномасштабной войны. Участники призвали продолжать военную и экономическую помощь Киеву. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью BBC, что Великобритания и ее союзники должны прямо сейчас отправить в Украину небоевые части для выполнения нестроевых задач. Но если у нас есть план по вводу войск после войны, после того, как Путин снисходительно согласится на прекращение огня, то почему бы не сделать это сейчас? Просто чтобы подчеркнуть, что это зависит от украинцев, ведь эти люди не стали бы там участвовать в боевых действиях, верно? Я не вижу никаких логических причин, по которым мы не могли бы направить туда мирные сухопутные войска, чтобы продемонстрировать нашу поддержку, нашу конституционную поддержку свободной, независимой Украины. Это политический вопрос. Речь идет о том, является ли Украина свободной страной или нет.
Если это вассальное государство России, чего хочет Путин, то, очевидно, решать, кто приезжает в эту страну, это дело Путина. Если нет, то это дело украинцев. Я думаю, что бездействие в Крыму в 2014 году было трагичным. Я думаю, что Путина воодушевила неспособность Запада наказать Асада за применение химического оружия в Сирии. Я думаю, что Путина еще больше воодушевило то, что он увидел в Афганистане, и общее ощущение того, что Запад отступает. Мы могли бы решить эту проблему, если бы четко объяснили, что представляет собой Украина. Мы постоянно говорили им: вы можете вступить в НАТО, вы на пути к Западу. Но мы так и не сдержали это обещание. Я думаю, что если бы у нас была ясность и простота в отношении Украины, а не бесконечные увиливания и неясности, мы могли бы предотвратить это вторжение. Мэр Киева Виталий Кличко в интервью Sky News признался, что ему порой сложно понять заявление президента США Дональда Трампа о завершении войны. По словам Кличко, он старается доверять американскому лидеру, но не всегда улавливает логику его месседжей. Я стараюсь ему доверять, но иногда мне не совсем понятны сигналы президента Трампа относительно мира в Украине. Мир в Украине очень важен. Он важен для всего мира. Но мир в Украине ни в коем случае не должен быть соглашением о капитуляции между Украиной и Россией. У нас много вопросов. Во-первых, остановить войну. Во-вторых, что будет с нашими национальными интересами? В-третьих, гарантии, потому что россияне могут остановиться, взять паузу на короткое время, а затем начать новую волну вторжения. Поэтому нам нужно получить ответы на множество вопросов. Национальные интересы, наше единство, наша независимость, гарантии со стороны России, а также гарантии наших партнеров для Украины. Это целый комплекс вопросов, а не какой-то один. А вот как ход переговоров Украины и России при посредничестве США оценивает Стив Уитков. Если перейти к Европе, мы вот-вот войдем в 5-й год этой войны между Россией и Украиной. И США неоднократно на этой неделе выступали посредником в переговорах между ними. И при этом кажется, что прогресс совсем небольшой. Я думаю, вы тоже слышали разочарование президента по этому поводу. Так что, как вы считаете, в чем основная задержка? В территориальных вопросах? В вопросах гарантии безопасности? Или есть что-то еще, что мешает заключению мирного соглашения? Ну, это глупая война. Действительно глупая война. И они сражаются спорят из-за этой территории. Вы знаете, все бросаются словом «достоинство». Но что даст тебе достоинство, если там такое количество убийств? Я думаю, мы собрали обе стороны вместе. Это оказало действительно положительное влияние в некоторых аспектах. Кажется, они на самом деле не хотят воевать друг с другом. И я не думаю, что они хотят. Я думаю, что происходит следующее. На уровне руководства им трудно. Им трудно завершить заключение сделки. Мы с Джаредом надеемся, что мы предложили обеим сторонам несколько предложений, которые соберут их вместе в течение следующих 3 недель и, возможно, даже приведут к саммиту между Зеленским и президентом Путиным. Возможно, в какой-то момент это будет 3-сторонняя встреча с президентом. Посмотрим. Я думаю, он не хочет идти навстречу, если не чувствует, что сможет завершить это дело и добиться наилучшего результата. И у него, знаете, у него уникальная возможность это сделать. Так что, надеюсь, в ближайшие недели вы услышите хорошие новости. Ну, во многом это сводится к Владимиру Путину. И я знаю, что вы имели дело с ним напрямую. Итак, прежде всего, как это — иметь дело с ним? И как вы, находясь на этой позиции, вступаете в переговоры с такими оппонентами? Он никогда не вел себя иначе, кроме как прямо. И я это говорю, и меня за это критикуют. Но это точное утверждение. Он сказал мне, что вот где его красные линии. Знаете, Лара, меня критиковали за то, что я встречался с ним 8 раз. Как бы вы заключили сделку с кем-то с другой стороны, если бы не знали, откуда другой человек исходит? Мне нужно было понять, каковы его мотивы, его цели и так далее. И я действительно думаю, что многие из этих встреч сейчас становятся очень актуальными. Мы понимаем, где они находятся. И я не думаю, что украинцы не согласны с нашей оценкой. Так что я думаю, что эти встречи были важны. И, надеюсь, мы завершим все это дело. Папа Римский выступил с эмоциональной просьбой о мире в Украине, подчеркнув, что окончание 4-летней полномасштабной войны нельзя откладывать. Прошло уже 4 года с начала войны против Украины. Мое сердце до сих пор сжимается от ужасов, которые разворачиваются на глазах у всех. Сколько жертв, сколько жизней и семей разрушено, сколько разрушений, сколько невыразимых страданий. Каждая война — это поистине рана, нанесенная всему человечеству.
Это оставляет после себя смерть, разрушение и боль, которые оставляют свой след на поколениях. Мир нельзя откладывать. Это насущная необходимость, которая должна найти отклик в сердцах и воплотиться в ответственные решения. По этой причине я твердо вновь обращаюсь с призывом. Пусть замолкнет оружие, пусть прекратятся бомбардировки, пусть будет достигнуто немедленное прекращение огня и пусть будет укреплен диалог, чтобы открыть путь к миру. Призываю всех присоединиться к молитве за погибших украинских людей и за всех тех, кто страдает из-за этой войны и всех конфликтов в мире, чтобы долгожданный дар мира воссиял в наши дни. Ежегодный ужин с губернаторами в Белом доме в этот раз прошел с громким скандалом. На протяжении десятилетий это мероприятие организовывала Ассоциация губернаторов, и главным правилом было взаимная вежливость и уважение, несмотря на политические разногласия. Именно президентский ужин с губернаторами был возможностью для лидеров обеих партий встретиться и обсудить дела в непринужденной обстановке. Но не в этот раз. Президент Трамп заранее высмеял руководство Ассоциации губернаторов и отказался приглашать некоторых демократов, хотя в последний момент попытался изменить решение. В итоге на ужине остались только республиканские губернаторы и высшие чиновники администрации Трампа. Большое спасибо. Это огромная честь. Прекрасное место. Такого больше нигде нет. Спасибо. Знаете, я сказал теперь могу сказать, своей жене, кинозвезде. Можете в это поверить? Теперь мне придется жить еще с одним титулом. Она сказала, расскажи мне о сегодняшней публике. Я ответил, здесь все губернаторы, ну и пара министров из кабинета. Так что, наверное, можем и их включить. И каждый раз, когда они смотрят в зеркало, просыпаясь или ложась спать, они смотрят и говорят, президентом должен быть я, а не он. Так что я сказал, несмотря на это очень дружелюбная компания. И это правда. Здесь много друзей и очень компетентные люди. За прошедший год мы уже добились исторического поворота для нашей страны. С беспрецедентной скоростью мы решили застарелые проблемы. Мы действительно сделали нечто значительное. Это был невероятный первый год для всех нас. Мы превратили стагнацию в рост, слабость в силу, хаос, порядок, свободу и справедливость. Мы это сделали. Сегодня наша граница защищена. Уровень убийств на минимуме за 125 лет. Спасибо. Базовая инфляция самая низкая за 5 лет и продолжает снижаться. Цены падают очень быстро. Мы получили в наследство беспорядок, но существенно снизили показатели. И продолжим это делать. Наши вооруженные силы сильнее, чем когда-либо. И нас уважают во всем мире. Возможно, как никогда раньше. Уж точно так, как не уважали многие десятилетия. Работая со штатами, где только можем. Вместе с вами, губернаторами, мы можем достичь гораздо большего. Вы замечательные люди. Вы отличные лидеры. Почти все вы очень популярны. Я знаю каждого из вас. Но даже в комплементарном окружении республиканских губернаторов Трампу не удалось избежать критики. Жесткой, объективной и беспощадной. Например, губернатор Оклахомы, одного из полностью трампистских штатов, рассказал, что фермеры банкротятся и закрывают бизнес, потому что из-за действий Трампа по борьбе с мигрантами не осталось наемных работников из других стран. Их труд стоил дешевле и позволял фермерам выживать, а американцы не хотят наниматься на фермы. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о намерении расширить торгово-экономическое сотрудничество с Бразилией во время совместной пресс-конференции с президентом Луисом Инасиу Лула да Силва в Нью-Дели. Моди подчеркнул, что Бразилия является крупнейшим торговым партнером Индии в Латинской Америке, и стороны планируют увеличить объем двусторонней торговли до $20 миллиардов в течение 5 лет. По его словам, расширение торгового соглашения между Европейским Союзом, Меркосур и Индией позволит значительно укрепить экономическое взаимодействие. Лула да Силва, в свою очередь, заявил, что в условиях меняющейся геополитической обстановки стратегический диалог между двумя странами необходимо углублять. Он добавил, что Бразилия и Индия играют значимую роль на международной арене, в том числе во Всемирной торговой организации и Организации Объединенных Наций. Мы знаем, что терроризм не связан ни с какой религией или национальностью. Его нельзя путать с проблемами общественной безопасности, с которыми сталкиваются многие страны. Это разные явления, которые не должны служить оправданием для вмешательства вне рамок международного права. Я подтвердил премьер-министру Моди, что Бразилия привержена сохранению Южной Америки как зоны мира. В конце концов,
Единственные войны, которые должно вести человечество, это войны против голода, бедности и деградации окружающей среды. Бразилия – крупнейший торговый партнер Индии в Латинской Америке. Мы полны решимости увеличить объем нашей двусторонней торговли до более чем 20 миллиардов долларов в течение следующих 5 лет. Наша торговля – это не просто цифра, это отражение нашего доверия. Большая бизнес-делегация, сопровождавшая президента Лулу да Силву, еще раз подтверждает это доверие и общую приверженность. Сегодняшняя церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года пройдет на древней Арена ди Верона, одном из самых узнаваемых исторических символов Италии. Финальное шоу получило название «Beauty in Action» — «Красота в действии». В программе заявлены международная звезда балета Роберто Болле, певец и автор песен Акилле Лауро и актриса Бенедетта Поркароли. Организаторы обещают объявить и другие имена в ближайшие дни. Амфитеатр первого века нашей эры станет также площадкой церемонии открытия Паралимпийских игр, которые стартуют 6 марта. Организаторы также подчеркивают технологический аспект. Игры в Милане и Кортине, как и Олимпиада в Париже, стали первыми в эпоху искусственного интеллекта. Однако, по словам команды, технологии будут служить человеку, а не наоборот. Отдельный акцент на устойчивом развитии. Около 80% сценических конструкций изготовлены из дерева, 90% осветительных приборов, светодиодные, а костюмы созданы из переработанных материалов или тканей, предназначенных для повторного использования. Главная тема вечера — красота как часть культуры, спорта и самой Италии. И как подчеркивают организаторы, красота, которую нужно не только увидеть, но и прожить.